История с Джулианом Ассанжем, который, кстати, выступил в поддержку московской пангруппы, поскольку он, в принципе, выступает против заточения людей в тюрьму за высказывания, очень показателен. Ведь фактически этот процесс, который привел к международному скандалу, чуть ли не к обсуждению того, может ли британская полиция вторгаться на территорию посольства Эквадор, которое дало убежище Ассанжу, а в Эквадоре левое правительство, как мы знаем, в Латинской Америке. Левое по-настоящему, такое социалистическое, в кастровско-чегеваристском таком смысле. А что явилось поводом-то? А явилось поводом жалобы двух шведских феминисток на якобы изнасилование их Ассанжем. Что такое было изнасилование де-факто, которое рассматривалось в процессе? Я прошу прощения у слушательниц и слушателей Russia.ru. У Ассанжа презерватив соскочил в ходе полового акта. Именно это шведская феминистка посчитала изнасилованием. И Ассанж не смог оправдаться тем, что она пустила его в свою постель, они проводили время, они занимались сексом, и в ходе занятия сексом он вот так вот не предусмотрел и не предохранился. Ну, казалось бы, бытовуха. Но таких дел очень много. Но смотрите, какие колеса политических институтов мировых приведены в действие. Ассанж заявляет о том, что если его выдадут в Швеции, то Швеция непременно выдаст его США, где над ним просто будет открытая политическая расправа. Уверен, кстати, что в его защиту, как и сейчас, в его защиту никто из российских либералов не вступится. Если Ассанж попадет в США, то его, естественно, могут дать и десятки лет тюрьмы, и пожизненное, и процесс московской пангруппы этих трех девиц просто будет ничем. За Ассанжа, конечно, надо бороться. Ассанж может стать и должен стать тем символом, который мы не можем отдать противнику. Ну кто такие мы? Каким образом мы влияем на позицию нашего государства в вопросе Ассанжа? Проходят ли в России митинги перед Министерством иностранных дел России, перед американским посольством, перед какими-либо другими посольствами, каких-то патриотических сил в пользу Ассанжа? Или люди, которые называют у нас себя патриотами, сидят и смотрят в рот начальству и ждут, что начальство скажет, а потом начать на все лады расхваливать эти высказывания начальства в ту или иную, и в какую бы сторону они ни были. Мне кажется, что это возможность, опять-таки, для российских патриотических сил, для тех, кто выступает с антилиберальных, антизападных позиций, высказать то, что они думают на самом деле. В ответ на беспрецедентную вакханалию по поддержке московской пангруппы, осквернившей православный храм, надо бы развернуть кампанию в поддержку Джулиана Ассанжа по миру. Это будет, может быть, даже более адекватный ответ, чем можно было бы дать, чем оправдание по поводу вот этих вот девиц, которые плясали в храме. Эта поддержка должна включать в себя организацию демонстраций протеста по всему миру, перед посольствами Великобритании, перед посольствами других стран, США, Швеции. Джулиан Ассанж, безусловно, должен иметь возможность получить политическое убежище не только в Эквадоре, но и на территории Российской Федерации. Сказавший А должен сказать Б, потом сказать С, и так идти до конца всех букв алфавита. А когда кончатся буквы алфавита, все равно должен стоять на своем, потому что уже возможности отступать у него не будет. Бороться за Ассанжа, бороться за Леонарда Пелтиера, лидера индейцев Лакота, осужденного еще в 70-е годы якобы за убийство федерального агента в США, судимого на 2 пожизненных. Нет в США индейца, который бы считал, что Пелтиер на самом деле убил этого агента. Таких людей достаточно много, это узники Гуантанамо. Я считаю, что уж если мы вступаем в прямой конфликт с западным миром, то там хватает людей, там тысячи фамилий, тысячи имен людей, за которых надо вступиться. И, конечно, прекратить внутри своей страны несправедливые тюремные преследования. Джулиан Ассанж, человек, открывший миру новые форматы свободы, в том числе и Россию вынуждает к серьезным внутренним изменениям. Если этих изменений не будет, то мы проиграем в этой мировой войне.